Привет! У вас возникала когда-либо необходимость вязать из одного мотка несколько нитей? У меня часто такая необходимость возникает. Покупать несколько мотков на небольшой проект невыгодно, остается много пряжи, а перематывать один моток в несколько маленьких утомительно, да и с размером клубочков тоже не всегда можно угадать. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как вязать из одного мотка 2, 3, 4 и даже 6 нитей, не перематывая моток на маленькие клубочки и не обрезая нитку. Начнем с 2 нитей из одного мотка. Тут все просто. Фабричная намотка пряжи делает такой моточек, что нитку можно достать из центра этого мотка. С клубком, сделанным вручную, такой фокус не получится, а вот с фабричным мотком очень даже. Одну нить я беру с внешнего края, а вторую нить достаю из центра, складываю нити и начинаю вязать. Теперь про 3 нити из одного мотка. Где же взять третью нить? Тут все еще проще. Нить из центра мне не понадобится совсем. Нужна лишь нить с внешнего края, вязальный крючок или собственные пальцы. Беру нить, складываю ее пополам, а затем еще раз пополам. Смотрите, у меня уже получилось 3 нити. Дальше я беру вязальный крючок, вставляю его в петлю на сгибе и делаю воздушную петлю. Только делаю ее очень длинной, примерно метр или 2. И я снова получаю 3 нити. Продолжаю вязать ими, как обычно. Подойдя к концу петли, снова делаю длиннющую воздушную петлю. Фактически я просто делаю цепочку из воздушных петель, но только очень длинных. Кстати, такое движение можно сделать просто пальцами и обойтись без вязального крючка. Этот метод называется метод Навахо. Причастна ли к его созданию и открытию Навахо, я не знаю. Вас, наверное, мучает вопрос, заметны ли стыки петель в готовом изделии при использовании этого метода. Сразу скажу, нет. У меня есть абсолютно 2 одинаковые шапки. Они связаны из одной пряжи с одинаковым количеством петель и на одних и тех же спицах. Первая связана традиционно из 3 мотков, другая связана этим самым методом Навахо. Вы видите разницу? Или стыки петель? Я не вижу. Я даже не могу понять, какая из этих шапочек связана методом Навахо. Ну, как вязать 4 нити из одного мотка, наверное, вы уже догадались. Если это так, то ставьте видео на паузу и напишите в комментариях свой вариант. А теперь давайте проверим вашу догадку. 3 нити я возьму с внешнего края, используя метод Навахо, а 4-ю просто из центра. Тут все очень просто. Ну и теперь становится совсем очевидно, как сделать 6 нитей из одного мотка. Обе нити с внешнего края и из центра нужно свернуть по методу Навахо. Тогда вы получите сразу 6 нитей.
Вот так. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы узнали из него что-то новое, то поддержите его большим пальцем вверх. Спасибо за внимание. Пока-пока.